Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 3 ноября. Поговорим о том, что категорически нельзя делать сегодня. Ни в коем случае не берите это в руки, иначе быть беде. Поговорим также о том, что за народный праздник сегодня у нас. И, конечно же, как всегда, уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите всю информацию. Вся информация будет важная и полезная для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Проверьте, чтобы был включен колокольчик и все уведомления. Обязательно заходите каждый день на канал Эзотерика для тебя. У нас постоянно выходят новые, интересные и важные видео. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, начинаем, как всегда, по традиции с народного календаря. Итак, сегодня 3 ноября. День Илариона или первая Пароша. А вот согласно церковного календаря сегодня вспоминают двух основателей монастырей, святых Илариона Великого, который жил в III веке в Палестине, и Илариона Псковско-Езерского, жившего в XV веке недалеко от Чудского озера. По народным приметам, именно с этого дня начиналась Пароша. Поэтому Илариона в день в народе еще называют и первая Пароша. Поскольку 3 ноября обычно вовсю заметала Пароша, крестьяне старались не планировать никаких поездок на этот день. Ведь под снегом могли скрыться ямы, ухабы и натворить немало дел. И лошадь ногу поранит или же колесо может застрять. Если же кому-то приходилось все же отправляться в путь, то хозяин перед тем, как запрячь лошадей в телегу, обязательно трижды читал над ней молитву «Отче наш», а потом прикладывал к ее голове свой нательный крест. Таким образом, по народным приметам, он защищал коня от беды в дороге. Ночи в это время уже были морозные, но в полдень еще солнце припекало хорошо, из-за чего повсюду была грязь, что останавливало мужиков от активной работы во дворе. Поэтому хозяева либо занимались ремонтом внутри дома, либо встречались и играли в карты, общались о житейских делах. А вот женщины в день Илариона, напротив, были все в заботах и хлопотах, рукодельничали, ведь летом некогда шить, вязать да вышивать. Обычно они собирались после обеда, когда еда была приготовлена и семья накормлена, в отдельной комнате, пели песни и рассказывали различные истории. Старшее поколение учило девушек своему мастерству. И сегодняшний день часто наши предки проводили женщины именно в вязании, потому что по народным приметам считалось, что в Илариона в день нитка будет идти ровно и быстро складываться в магический узор. Когда вечерело, женщины звали к себе ведунью, которая помогала проводить различные ритуалы, а также знала множество и сильных заговоров. Конечно, все свои премудрости она не раскрывала, но все же опытом в магических делах с желающими могла поделиться. Кстати, именно 3 ноября знахарки подыскивали себе преемниц среди присутствующих девушек, а рожденные в Иларионов день считаются счастливчиками, особенно в любовных делах. Обычно у них много браков и много детей. Они решительные, отважные, с легкостью добиваются желаемого, а в качестве талисмана им подходит изумруд. Конечно же, 3 ноября, в день Илариона, были и свои запреты. Наши предки верили, что нельзя 3 ноября, в день Илариона, принимать подарки от незнакомых людей, поскольку вместе с презентом даритель может передать свои проблемы, болезни и горести. А вот если подарок дарят близкие,
то так они делятся своим счастьем и любовью. Поэтому им 3 ноября ни в коем случае не стоит отказывать, даже если подарок до неприличия дорогой. Запрещается в день Илариона отказывать и в помощи родственникам. По народной примете в будущем нарушившего запрет будет ждать большие неприятности, связанные с деньгами. Это могут быть и обманы, и кражи, и даже мошенничество. К тому же, кто 3 ноября протянет руку помощи, будет целый год сопутствовать фортуна. Все, что они задумают, обязательно исполнится. Не стоит в Иларионов день собираться и в дальний путь, иначе может произойти какое-то несчастье. Если же вам отменить поездку не можете по разным причинам, но надо перед тем, как сесть в транспорт, прочитать трижды молитву «Отче наш» и поцеловать нательный крест. Так можно оградить себя от бед в дороге. Также нельзя 3 ноября жаловаться на судьбу и грустить, иначе тоска станет верной спутницей на весь следующий год. Сегодня надо веселиться, радоваться, даже если и для этого нет особых причин. Народные приметы запрещают в день Илариона поднимать что-либо с дороги и нести домой. Помните о том, что поднятый сегодня предмет или вещь может стать причиной бедности и горести, которые будут сопровождать всех членов семьи на протяжении целого года. Также не стоит 3 ноября забывать и об умерших родственниках, особенно тех, кто умер не своей смертью. В Иларионов день надо сходить было на кладбище, а также рассыпать на перекрестке хлебные крошки. Так можно было порадовать души покойных, которые принимают сегодня образ птичек. Также, друзья, обращаю ваше внимание, что в этот день нельзя было и переходить дорогу человеку. Таким образом, вы можете лишить его здоровья, удачи и благополучия. Также в этот день нельзя строить или закладывать дом на старой дороге, потому что хозяев ждало несчастье. И в этот день, именно 3 ноября, наши предки старались не высаживать что-либо в огороде или в саду, особенно расположенном около дороги, поскольку это сулило постоянные неурожаи. Вот, друзья, у нас с вами такие народные приметы и праздник суеверия на 3 ноября. Теперь, друзья, уделим внимание лунному календарю на 3 ноября 2021 года. Сегодня у нас с вами 27 и 28 лунный день, убывающая луна в знаке зодиака Весы. Этот день сильно связан с проявлением интуиции. Сегодня интуитивно можно получать всевозможные сокровенные знания. Также сегодняшний день сулит множество неожиданных открытий. Сегодня возможны прозрения и озарения. Неожиданно может найден быть выход из какой-либо трудной ситуации, которая давно не дает вам покоя. Но это при условии, что если в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем. Еще это день избавления от иллюзий и осознания ответственности за каждый свой шаг. Вы знаете, сегодняшний день, 3 ноября, достаточно очень хороший сам по себе, но, к сожалению, он отличается дефицитом энергии, поэтому очень важно сегодня акцентировать свое внимание только на самых важных делах и отмести от себя прочь все лишнее и ненужное. Идеальным вариантом станут сегодня духовные практики, которые помогут достичь вам внутреннего равновесия и гармонии. Если есть возможность, то лучше расслабиться, потому что сегодня любое напряжение не принесет вам пользы. Также сегодня могут обостриться интуитивные способности, так что будьте готовы к зашифрованному потоку информации. Умейте видеть знаки и правильно их истолковывать. Откровения этого дня могут быть вам очень полезны в дальнейшем. Кроме внешних источников информации, задействуйте и свои внутренние ресурсы. Прислушивайтесь к собственному внутреннему голосу, который сегодня вам будет подсказывать только правильные решения.
Это поможет вам найти выход из многих ситуаций, которые раньше при этом казались для вас тупиковыми. И, как мы уже говорили, Луна сегодня у нас с вами пребывает в знаке зодиака Весы, а в этот период Луна дает нам возможность обрести гармоничных партнеров, быть или стать способным соответствовать требованиям общественности, создавать эффективный имидж, а также сулит успех в любых делах и в любых ваших проектах. Сегодня помогут создать хорошее настроение цветы в вазах на вашем столе, хорошая мелодия или сладости. Также постарайтесь сегодня улучшить отношения с близкими и родными людьми, а также друзьями и знакомыми. Сегодня ослабевает решительная черта характера. Сегодня будет легко людям меняться и принимать определенные решения. Но в то же время сегодня люди становятся склонными к спорам на разные темы. Но до скандалов, ссор и не будет доходить. Весы дают возможность примириться и быть сегодня рассудительными. Образцы старинных лунных календарей рассказывают нам о том, что в такой период вы можете начинать заниматься перестройкой своего дома. А дом будет стоять долго и безопасно. Также сегодня будет полезно посетить те места, где вы получите добро. Поэтому путешествуйте для того, чтобы получить прибыль сегодня в этот день. Ну а для того, чтобы этот день прошел удачно, следует поддерживать себя в легком и радостном настроении. Старайтесь избегать напряжений и всевозможных волнений. В этот день следует быть ближе к родным и близким. Также сегодня хорошо, если вы будете сажать цветы, работать в огороде, познавать мир с неожиданных для себя сторон. Этот день тесно связан с водой, поэтому удачными будут все морские путешествия. Болезни сегодня не опасны и не продолжительны. Они, к счастью, проходят без каких-либо последствий. Полезны сегодня водные процедуры. Также, что касательно у нас, друзья, бизнеса и денег, то сегодня достаточно благоприятный день. Но не стоит начинать новые дела. Извлеките максимум пользы из текущих. Именно при этом сегодня можно сказать, что в спорах рождается истина. Во второй половине дня не стоит заключать новые договора, подписывать новые документы и приступать к осуществлению новых дел. Это прекрасное время для научных опытов, исследований и экспедиций. Сегодня можно решать денежные вопросы, но лучшее, что можно именно сделать в этот день, это раздавать долги. Что же касательно стрижки волос, то ваша прическа принесет сегодня вам удачу и красоту, но только в том случае, если вы запланировали визит в парикмахерскую заранее. Стрижки будут долго сохранять форму, а здоровье волос будет только улучшаться. Наращивание и оздоровительные процедуры сегодня благоприятны, однако стоит придерживаться только привычных и проверенных способов. Натуральная длина и густота ваших волос придаст естественный вид вашему стилю и принесет гармонию в жизнь. Если, несмотря ни на что, душа просит чего-то для вас нового, сделайте как вариант новый макияж или укладку. Не потеряйте счет времени, сегодня еще много вам нужно успеть. Что же касательно окраски волос, то радикальное окрашивание волос естественными тонами притянет к вам энергию богатства и здоровья. А вот красивая и необычная укладка волос притянет вам жизненную энергию. День этот наделен максимальной активностью и вас однозначно подтянет на всевозможные подвиги. Но, друзья, есть одно предупреждение, которое очень важно выполнять в этот день. Следует сегодня как можно меньше смотреться в зеркало. Если возможно, то лучше сегодня, 3 ноября, постарайтесь вообще обходиться без него, потому что именно сегодня этот предмет может принести вам какие-то проблемы или беды именно в вашей жизни.